Цветочная культура, о которой пойдет сегодня речь, не только невероятно красивая и даже необычная на внешний вид. Этот эффектный цветок окутан множеством самых разных легенд. Но несмотря на все мифы и некоторые нюансы в уходе, садоводы всего мира не лишают себя удовольствия выращивать эту бесподобную красоту. Сегодняшнее видео об одном из самых загадочных, высокодекоративных и редких луковичных растений, которое называется ликорис. Он относится к семейству амарилисовые, родом из Азии. Именно там это чудо природы растет чуть ли не повсеместно, на полях, в лесах и даже в пустынных местах. У этого яркого растения есть еще и несколько названий. Его прозвали цветком пустыни и паучьей лилией. Восточные народы приписывают этому цветку множество мистических свойств. В Японии о ликорисе говорят, что его цветки не знают листьев, а листья не знают цветков. А все потому, что цветочные бутоны этого растения появляются только после отмирания листвы. Происходит это ближе к августу. Такое свойство растений для многих выглядит необычным. Согласитесь, что нам, садоводам, непривычно видеть в своем саду растения с оголенными, без листьев и торчащими из почвы стеблями, с пышной макушкой из роскошных соцветий. Высота разных сортовых ликорисов может быть от 40 до 70 см, а окраска цветов самой всевозможной. Удивительно и то, что цвет лепестков некоторых видов ликориса способен со временем меняться. Например, цветы раскрываются розово-сиреневыми, а после приобретают легкие голубые оттенки. Но стоит отметить, что на некоторых сайтах иногда попадаются предложения о продаже синих ликорисов. Так вот, это всего лишь маркетинговая уловка, так как в природе по-настоящему синих ликорисов не существует. Как всегда, хочу попросить зрителей поделиться своим мнением и опытом выращивания ликориса. Я буду благодарна всем вашим комментариям, советам и лайкам. И не забудьте подписаться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео. В групповых посадках этому растению мало равных. Только представьте, один цветонос ликориса может насчитывать до 9 крупных ароматных цветков. Каждый из них украшает эффектные длинные тычинки, напоминающие роскошные ресницы. Эти очаровательные тонкие нити могут быть длиннее самих лепестков в 2, а то и в 3 раза. Выглядят такие цветы, особенно в массовой посадке, просто фантастически. Ликорис – это невероятно красивое на вид растение. Даже необычная и немного растрепанная форма его лепестков придает общему виду цветов особый шарм и очарование. Больших сложностей в выращивании ликориса нет. Он неплохо растет даже на песчаных почвах. Агротехника многим схожа с выращиванием всем известных луковичных культур, как, например, нарциссы, а также с другими более теплолюбивыми комнатными луковичными цветами. Сажать ликорис лучше на солнечном месте, на глубину, равную 3 луковицам. Но данная рекомендация больше подходит садоводам южных садов, так как при выращивании в средней полосе имеются свои небольшие особенности. Дело в том, что этот цветок не такой зимостойкий, как привычные нам тюльпаны или нарциссы. Пересадку он также не любит, поэтому выкапывать луковицу осенью – это не самый лучший вариант. К тому же у многих видов ликориса листья на зиму не отмирают. Зимовкой этого растения можно поступить гораздо проще. Теплолюбивые ликорисы лучше выращивать как контейнерную культуру. Зимой их содержат в светлом прохладном помещении с минимальным поливом. Никаких удобрений в этот период не вносят, а с потеплением горшки с растениями прикапывают в саду. Такие рекомендации относятся к теплолюбивым ликорисам. Цветоводы средней полосы могут смело выращивать на своих участках не менее красивый и более зимостойкий вид – ликорис сквамигера. Он хорошо выдерживает морозы и способен расти в открытом грунте даже в 5-й зоне морозостойкости. Остальные виды больше подойдут для контейнерного выращивания или для более южных садов с мягким и теплым климатом. Например, в ботаническом саду российского города Краснодар этот цветок отлично прижился и уже успел порадовать своим роскошным цветением. Среди садоводов наиболее популярные ликорис золотистый. Это теплолюбивый вид, который выдерживает понижение температуры до -5 градусов,
В средних широтах его лучше выращивать в домашних условиях. Ликорис чешуйчатый или ликорис Квамигера. Это самый зимостойкий вид высотой 60-70 см. Его ароматные цветки распускаются по 8-9 штук в соцветии и имеют розовые и сиреневые оттенки. Данный вид не завязывает семян, поэтому размножают его дочерними луковицами. Ликорис лучистый. Это растение может достигать высоты от 30 до 70 см. Его цветки имеют необычные закрученные лепестки и очень длинные тычинки. Этот красивый вид цветет более месяца. А вот ликорис кроваво-красный по сравнению с другими видами самый низкорослый. Его высота не превышает 45 см, что отлично подходит для переднего плана цветника и создания эффектного цветочного бордюра. Его ярко-алые цветы диаметром 5 см распускаются в августе. Стоит отметить, что вредителям и болезням ликорис не подвержен. Более того, его луковицы ядовитые, и работать с ними надо в перчатках. Размножить этот многолетник проще вегетативным путем, то есть луковичками, так как семена ликориса маловсхожие. Луковицы до 5 см в диаметре, бурого или черного цвета, покрыты чешуйками и по внешнему виду напоминают луковички тюльпанов. Высаживать их лучше с осени, примерно за месяц до прихода заморозков, чтобы они успели укорениться и дать корешки. При весенней посадке есть вероятность, что растения не зацветут, а в худшем случае будут болеть. Место посадки лучше выбрать хорошо освещенное, без сквозняков и застоя влаги в почве. Земля для ликориса подойдет даже песчаная, со слабокислой или нейтральной реакцией. В посадочные ямки стоит добавить смесь из хорошо перепревшего компоста, торфа и крупнозернистого речного песка. Дно засыпают толстым слоем песка. Этот фантастический на вид цветок способен украсить своим необычным ярким видом любой садовый участок и домашний интерьер. Уверена, что посадив такую красоту, вы не только не пожалеете, но и удивите всех своих гостей и соседей. А если вам эта информация была хоть немного полезной, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и до новых встреч на нашем канале.